Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вечность бы не видел я рабочих утр. Кофе мне насыпьте, прямо сразу внутрь. А что может взбодрить рукодельницу? Конечно, старые джинсы. Для начала разберем их на запчасти. Отрежем швы. Они еще пригодятся для других проектов. И нарежем детали. Внимание! Здесь выкраиваем квадраты 17 на 17 сантиметров, но располагаем их под углом 45 градусов по косой. Для сегодняшней работы понадобится 18 таких джинсовых квадратов. И еще из красивой яркой ткани, тоже по косой, приготовим квадраты такого же размера. Сразу можно выкроить две полоски из джинсовой ткани шириной 8 см, а длиной 62 см. Это будут ручки. Дальнейшая работа очень простая. Поверх джинсовой детали укладываем кусочек наполнителя, затем яркую хлопковую ткань. Все слои надо скрепить между собой. Просто прошить, простегать. Сначала по диагоналям, а потом еще дополнительно прошить квадрат посередине. Строчку лучше сделать фигурной. Хорошо подойдет трикотажный шов или зигзаг в 3 прокола. Дело в том, что мы шьем толстенькие детали, и их сложно прошить простой прямой строчкой. Готовые сэндвичи слегка пропарим утюгом, чтобы ткани лежали ровно, а уже после этого приступим к раскладке. Действуем нашим любимым способом, как Бог на душу положит. У нас раскладка 6 на 3 квадрата. Все детали сложим друг с другом стопочкой и перенесем поближе к швейной машинке. Детали сложены вместе, джинсовыми сторонами. Строчку прокладываем на расстоянии 1 см от края. Прошили одну пару, тут же прошиваем следующую. Строчку делаем крепкой, мелкой. Можно в нескольких местах делать прямой и обратный ход. Так шьем до конца ряда, все 6 пар. Все полотно швами наружу. Дальше расправляем это соединение и присоединяем следующую деталь. Так пришиваем 3-й квадрат в ряду. Смотрите, какая интересная конструкция у нас получается. Все ряды держатся на нитках, на соединительных швах. Нам остается только сложить по сгибам и прошить это соединение. В местах стыковок припуски расправляем на 2 стороны. Готовое полотно обошьем по краю. Просто пройдемся трикотажным швом на расстоянии 1 см. А с короткой стороны полотна сделаем подгибку швами наружу с открытыми срезами.
Полотно получается очень интересным. Мои постоянные зрители помнят, что в такой технике швами наружу мы шили большое одеяло. А сегодня к верхнему краю пришьем ручки, затем сделаем боковые швы. После этого сформируем донышко, просто прошьем углы, а потом отрежем лишнюю ткань. И получается у нас очень интересная большая пляжная сумка с швами наружу. Вы, наверное, уже заметили, что швы стали пушистыми. Это сделать очень просто. Вы же помните, что все детали мы выкраивали по косой под углом 45 градусов. Поэтому готовую сумку достаточно просто постирать в стиральной машине с кондиционером для белья. И получается тот самый пушистый край, который так любят рукодельницы. Из этих срезов ничего не сыпется, нет никакого мусора. Ну, вы, конечно, знаете, что день в сети без лайков, ощущение, что шла родной деревней, не кивнул никто. В общем, девочки, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. У вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Напоминаю, что все мои видео вы можете найти на Бусти. Присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Одноклассниках. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!